Добрый вечер. Итак, в эфире, в интернет-эфире очередная программа «Процесс. Итоги». И сегодня на процесс по делу ЮКОСа мы посмотрим глазами известного финансиста Виктора Геращенко и не менее известного адвоката Вадима Клювганта. И будем мы говорить, конечно, о развитии этого дела в свете последнего, недавнего, случившегося в среду, заседания Президиума Верховного Суда России, на котором было принято, по-моему, в общем, очень важное решение, которое отменило сразу 4 постановления 2 судов. А вот прежде адвокаты жаловались в Верховный суд? Вот с теми же самыми жалобами обращались в Верховный суд? Конечно, много раз. И адвокаты Лебедева, и адвокаты Ходорковского по этим же самым вопросам. Ну, вам было отказано. Всегда было отказано. То есть всегда Верховный суд по этому конкретному вопросу об арестах незаконных, необоснованных и многочисленных нарушениях всегда отвергал все, что говорила защита. Виктор Владимирович, вопрос к вам. Вот я просто хочу понять, в общественном понимании вот случившееся, вот посмотрите, как только подключается Страсбург, есть одно решение. Как действуют обыкновенные адвокаты, нет никакого решения. Ну, вы знаете, мне казалось, что рано или поздно это должно было бы случиться, поскольку все-таки ЮКОС – это не очень простая организация, хотя там 62, по-моему, с хвостиком процента принадлежит группе Минотеп, но остальные-то почти 40 – это совершенно разные акционеры. И плюс, по-моему, чуть ли не 23% акций принадлежало иностранным компаниям. Угу. И естественно, что акционеры другие, они, как говорится, на мой взгляд, в общем-то, с возмущением смотрели, как с ЮКОСом разделываются. И разделываются достаточно необъективно. Мы, в общем-то, подписались по экономической хартии, по каким-то, видимо, другим соглашениям, и рано или поздно такая вещь может как бы настать. Что когда придут и спросят, а как вы все это дело? К сожалению, в этой истории, наверное, революции невозможны. Вот, к сожалению, повторюсь. И в тот же самый день, когда Президиум Верховного Суда принял вот это решение, Басманный суд снова заочно арестовал еще одного юкосовского человека, переведя его из свидетелей, где он в статусе находился, там, если не ошибаюсь, Напомните, лет 5. кто это? Андрей Леонович, руководитель казначейства ЮКОСа. Вот он в конце 2009 года было сочтено, что должен стать обвиняемым, и более того, еще и заочно арестован. Как скрывающийся, в то время, когда в папке, принесенной в суд, был адрес в известной стране, по которому он находится. И судья интересовался, а уведомлен ли он по этому адресу, где он проживает, о том, что мы здесь рассматриваем вопрос о его аресте. Вы знаете, если можно, я бы конечно. хотел, так сказать, какую вещь добавить, поскольку я не юрист и могу не отвечать за неправильно выраженные какие-то мысли. Но, насколько я помню, были в свое время разговоры в течение 2004-2005 года, что как бы в верховных эшелонах власти есть два подхода. Есть подход жесткий, а-ля людей, связанных с компанией, которая возглавлялась, Богданчиковым и Сичин, который был там председатель совета директоров, и другими людьми в администрации президента, которые выступали за, менее жесткий путь решения вот той проблемы, которая возникла, потому что сделали ее проблемой. Ее могли сделать для любой другой нефтяной компании, как я понимаю, от тех коллег, с кем я вот работал на протяжении 6 месяцев активно, и кто потом был вынужден сделать ноги, потому что затаскали их вызовами в прокуратуру. Это имеется в виду ваша работа в качестве председателя ЮКОС, Совета директоров ЮКОС. Вопрос к вам, вот от пользователей нашего сайта. Уважаемый Виктор Владимирович, в свое время перед вами стоял выбор: согласиться на предложение стать председателем Совета директоров нефтяной компании ЮКОС. Вы приняли предложение. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь вам пришлось пожалеть о своем решении? Прежде чем дать согласие идти туда, из довольно спокойного
спящего места, как законодательное собрание, где делать было нечего, хотя там еще и не было конституционного большинства, я достаточно упорно советовался с двумя по существу высшими людьми Министерства финансов, насколько ЮКОС нарушал налоговое законодательство. И мне сказали, нет, они делали то, что делали и другие. Потому что законодательство, к сожалению, было так прописано. И под всеми четырьмя отчетами 99, 2000, 2001, 2002 год везде стояли подписи налоговой инспекции, что сделано правильно. Вы помните, когда по существу заставили такую известную из 5 известнейших аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers в 2007 году сказать, что нам не все представляли, нам там чего-то вот по мелочи не предоставили. В общем-то, они приезжали извиняться ко мне вечером, что нас заставляют это сделать, потому что мы хотим остаться в России, да, мы крупные компании и так далее. И иначе нам не дадут лицензию на следующий год. Что это такое? Блэкмейл, шантаж и так далее. Тому подобное. Поэтому я не жалею, это интересно. Я, может быть, жалею, что в той суматохе с отъездом менеджмента, может быть, не уделял достаточно много внимания вот самой организации компании. Хотя это была бы интересная такая база, чтобы написать потом интересную книжку. Тогда вопрос к вам обоим. Не кажется ли вам, что удовлетворение иска акционеров ЮКОСа на сумму 100 миллиардов рублей в Страсбурге лишает Путина возможности возврата на пост президента? Так как после данного иска будут возбуждены дела в европейских судах против организаторов разгрома ЮКОСа, и в том числе Путина и компании. Конечно, дороговато за изгнание этих чудаков из власти, но мне кажется, стоит того. Знаете, я бы так, может быть, прокомментировал, что когда, по-моему, в сентябре 2004 года президент страны встречался с господином Кретьеном, бывшим премьер-министром Канады, и просил его посодействовать через его взаимоотношения и с Бушем, и с Блэром, и Мартином, который стал премьер-министром Канады, до этого он был министром финансов, на то, чтобы Россию все-таки сделали постоянным членом «восьмерки». Тот обещал постараться. И в конце беседы сказал, а мог бы я затронуть один вопрос, если вы не хотите, я могу его и, так сказать, не ждать каких-то объяснений. Вот наша юридическая компания, организованная Трюдо и другими, кто занимал определенные посты в правительстве или в парламенте Канады, мы представляем интересы Минотепа в Канаде, не ЮКОСа, а Минотепа. И вот я хотел бы поднять вопрос, нельзя ли что-то было бы сделать положительно, чтобы этот вопрос с ЮКОСом был решен во взаимоприемлемых правилах. На что Владимир Владимирович сказал, вы знаете, я вне этого дела. Вот совершенно вне этого дела. Пусть они напишут письмо Кудрину и Фродкову. И мы через день написали такое письмо, что мы будем готовы платить те суммы, которые нам предъявляют, и ведь ЮКОС все это заплатил. Но на письмо наше написанное пришел только ответ, что по существующему законодательству рассрочка на неправильно уплаченные налоги не дается. Все. А вот все эти материалы, вся эта переписка есть в материалах дела? Ну что вы, конечно же нет. В материалах дела есть только то, что посчитали выгодным туда приобщить следователи и прокуроры. Все остальное спрятано в их анналах.